Добрый день. Я хотел бы забрать заказ. Последние 5 цифр. 154. Итак, друзья, всем снова привет на канале Ежмота с того бока. Сегодня вот у нас такая вот тема, которая тоже имеет отношение как к мотоциклам, так к самоделкам, кулибинам, без которой практически невозможно комфортно работать, а некоторые работы и вовсе нельзя провести. Это безмасляный компрессор Pegas Pneumatic PG602 модель. Относится к классу малошумящих компрессоров. Безмасляный — это имеется в виду то, что у него раздельные потоки воздуха и смазки. То есть на выходе у нас получается полное отсутствие попадания частиц масла из масляной системы картера, как в обычном стандартном масляном компрессоре. Преимущества какие? Значит, безмасляный компрессор можно использовать вплоть до медицинских каких-то оборудований, также работать с пневмоинструментом, не боясь за то, что ресурс оного будет падать. Вот. В покрасочных каких-то режимах он тоже замечательно себя проявит, так как отсутствует, опять же, попадание масла в воздушный поток. Но есть и свои минусы. Главный из них — это более низкий ресурс самого компрессора, то есть его время наработки в часах будет меньше заметно, чем у масляного, и время без остановочной работы, так скажем, да, оно, конечно, гораздо ниже, чем у масляных компрессоров. Поэтому этот агрегат я рекомендую выбирать тем, кто будет работать вот так вот дома, в гаражных каких-то условиях, не профессионально. Там, как, например, я вам сейчас скажу, для чего я приобретал. То есть в моем случае я собираю двигатели от мотоцикла, и мне необходимо делать продувку всяких изделий и так далее. Вот здесь вот двигателя эти. Ну, кто смотрит за моим каналом, тот знает. Вот. Ну и плюс какие-то, возможно, покрасочные работы с помощью него проводить, несложные, не объемные, потому что бак ресивера довольно мал. Сейчас чуть позже про характеристики я вам скажу. Забегу вперед и обозначу, что компрессор приобретался сегодня днем, ну уже вчера получается, в 2 часа дня. Сейчас у нас, то есть это была суббота, 2 часа дня, сейчас вот воскресенье, 6:30 утра. И я специально его накачал и оставил в нем давление, посмотреть, будет ли он сбрасывать. Ну вот за это время получилось вот так. То есть чуть меньше 7 бар. В принципе, очень достойно. Дальше. Давайте по характеристикам. Может быть, кому-то они необходимы и помогут. Итак, вес данного компрессора очень мал по сравнению с масляными и составляет всего лишь 14 килограммов. Напряжение питания стандарт 220 вольт. Рабочее давление до 8 бар. Объем, диаметр соединения 1/4. Объем ресивера 9 литров. Тип компрессора поршневой коаксиальный. То есть это прямой привод идет у него. Дальше мощность 1,9 лошадиных сил, либо если в электрическую часть перевести 1,4 киловатта. Он в поставке идет без колес. Здесь сделаны вот такие вот резиновые демпферы. Дальше тип смазки безмасляный. Шум, заявленный производителем, как малошумящий компрессор, всего лишь 57 децибел. Все на быстросъемах, все соединения вот эти.
идет на быстросъем. Резьба на выходе регулятора 1.4F. Количество выходов 2 заявлено. Ну вот, один он заглушен, и вот второй. То есть можно использовать кому необходимо. Кабель питания есть в комплекте, но он катастрофически короткий. Все, дальше он, понимаете, да? Значит, он двухцилиндровый, насколько я вижу, и, я так понимаю, одноступенчатый. Так, дальше. Итак, друзья, о характеристиках мы с вами поговорили, теперь поговорим о его размерах, именно физических, да? Вот у меня есть рулетка, не знаю, как одной рукой, постараюсь сейчас для вас снять. Вот размер его, получается 40 сантиметров, чуть больше, сейчас минут, ну, 44 в ширину. И вот если с ручкой меньше, около 50 сантиметров, получается 48 высота и 48 ширина, глубина 22 сантиметра, глубина 22 сантиметра, даже меньше, это я с запасом беру. Вот такие вот размеры, то есть 50 грубо на 50 и 20 у него глубина. Довольно компактный зверек. Итак, далее комплект поставки, я уже сказал, он без колес, и вот такой вот короткий кабель идет с ним. Но было два воздушных фильтра в комплекте. Вот я уже один поставил, второй, вот он идет. Он разборного типа, такой вот воздушный. Инструкция, ну и гарантийный талон магазин мне дал на 1 год сервисного обслуживания. Такие вот манометры, вполне удобные, они довольно маленькие по диаметру, не знаю, сантиметров 5-6, наверное, и того меньше. Регулятор, есть удобная кнопка пуска-отключения прямо отсюда. То есть не нужно выключать из розетки его как-то там. Вот так включено, вот так выключено. Штуцер слива конденсата. В принципе, все. Здесь вот электромагнитный клапан, который управляет распределением воздуха. Не знаю, я с ним много не работал, приобрел, я говорю, только вчера. Ну, давайте сейчас проверим его в работе, запустим и попробуйте послушать уровень шума, например, на фоне моего голоса. Я в гараже здесь нахожусь, и у меня напряжение в сети, естественно, гаражное. Ну, вот 190 вольт получается, да? Ну, вот давайте попробуем при таком напряжении, сколько он накачает нам. Так, включаем. Да, нужно будет стравить то давление, которое есть. Вот тут есть клапан такой. Так, ну, оставим, давайте по времени, чтобы вы могли посмотреть, за сколько он накачает 9 литров своих. Так, стравили. Смотрим. Давления нет. Сейчас запущу как раз и уровень шума. И можете по секундомеру примерно понять, сколько он будет накачивать. Так, поехали. Вибрации совсем незначительные.
домашний бытовой пылесос. Так, вот он у нас отключился. Получается 7,5. Ну, а когда я приехал, было там меньше 7, да? То есть он потерял за это время. Я думаю, это очень-очень достойно. Опять же, для моих целей это мойка двигателей мотоциклов, это покраска незначительно каких-то отдельных элементов. Я вот приобрел вот такой вот набор еще. Вот видите, да, тут компрессор. И вот самое главное, ради чего все это приобреталось, это вот такая вот мойка. То есть пистолет к ней идет, туда заливается жидкость, с помощью которой будет отмываться та или иная деталь. Здесь вот краскопульт есть и шланг 5-метровый в комплекте. Вот. Мне нужна была только вот эта штука. Я посмотрел, получается, покупать шланг и вот эту мойку, это равносильно, что вот этот весь комплект было взять. Ну и попробуем его в работе заодно. Какие-то, может быть, скажу об этом положительные либо отрицательные отзывы. Ну вот, друзья, как-то так. Вроде бы все. Позже пишите, кто пользовался, может быть, таким аппаратом. Кто-то знает, как он проявляет себя в работе. Мне нравится. Довольно легкий. То, что безмасляный картер, это очень удобно тем, что я, например, его могу положить в багажник автомобиля, не заботясь о том, что вытечет масло, там его как-то нужно ровно размещать. И опять же, в работе, например, я его могу поставить просто вот на стеллаж и не искать там ровную поверхность под него. То есть для моих непрофессиональных целей при редком пользовании, так сказать, его, я думаю, мне хватит довольно надолго. То есть его ресурсы, если брать главные масляные и безмасляные компрессоры, то, конечно, масляный он более ресурсный, но он более громоздкий и так далее. То есть все выбирается по своим целям. Ну все, друзья, всего доброго, спасибо, что смотрите меня, подписывайтесь на мой канал, будет еще много интересных видео, я надеюсь. И всего доброго, всех благ.